Здравствуйте, друзья! Я бы хотел вам представить новый курс свой по Gatsby.js. И, наверное, начнем с того, что я покажу вам, каким образом я уже сделал, в смысле не каким образом, а какой я уже сделал сайт с помощью Gatsby.js. Вот как бы этот сайтик. Что здесь используется? Ну, собственно, Gatsby, React, GraphQL, ну и WordPress, конечно же. И для того, чтобы начать создавать вот такой сайтик, нам сначала необходимо поставить WordPress. Вы можете набрать в гуглике там скачать WordPress, зайти сюда, нажать эту кнопочку, скачать его и также перенести архивчик, например, в свою директорию, где будет как бы находиться ваш, ну как бы, как они это называют, headless CMS, то есть CMS, который управляет самим контентом. Вы переносите, допустим, этот архивчик скачанный в эту папочку. Я его уже удалил. Вы переносите его в эту папочку, распаковываете здесь, либо же распаковываете у себя. В принципе, давайте скачаю его. Так, сюда, допустим, сохранить, открыть. Вот, ну, у меня, допустим, это выглядит так: распаковать во вложенную папку. Как у вас там на винде, может быть, вы сидите, я не знаю. Ну, в общем, я думаю, вы знаете, как работать с архивами. И, в общем, вам необходимо будет перенести содержимое этого архива, а именно вот эти вот все файлики, на ваш хостинг. То есть, допустим, каким образом вы можете поступить? Вы можете взять, купить самый дешевый хостинг и разместить там вашу эту headless CMS, то есть WordPress в данном случае. То есть систему управления именно содержимым контентом, то есть картинки, статьи, возможно, еще какие-то файлики. Вот. Ну и менюшечки, там все вот это вот, дата там создания, все остальное. Дальше вы размещаете это один раз на хостинге, допустим, платите за него какую-то символическую плату, там 200 рублей, допустим, в месяц, ну и за домен там раз в год, не знаю, там рублей 600-800 на данный момент. Вот, и имеете постоянный доступ, получается, к изменению возможному ваших статейчек, там, добавлению их, обновлению. Дальше на своей стороне уже, на стороне как бы вашего разработчика, либо же на вашей стороне, как бы, где у вас будут лежать именно файлы Gatsby и, собственно, все остальные файлы, там, Node.js модули и так далее, вы уже с помощью команды просто будете, допустим, изменили в WordPress что-то, потом сделали новую сборку как бы вашего проекта, перенесли это на готовый сайт. Возможно, допустим, сделать таким образом, в какой-то подкаталог разместить именно WordPress, какой-нибудь там секретный, вот такую папку, допустим, какую-нибудь создать, там левую, все эти файлы перенести туда, установить оттуда именно WordPress, а ваш основной домен, допустим, вот в данном случае он будет служить уже как бы основной сайт, как бы для основного сайта он будет, который будет именно на Gatsby уже. То есть схема приблизительно следующая. У вас есть первое WordPress, второе это dev часть, то есть dev разработка Gatsby самого. Сейчас я запущу кодик. Так, это у меня здесь. Это у меня здесь. Ну вот как бы вот весь тот проект, который создается с помощью Gatsby CLI. В дальнейшем я поясню, что это такое. То есть все вот эти файлики у вас будут где-то, допустим, на вашем компьютере. Например, у вас будет какой-то контент-менеджер, либо еще что-то. Он вносит изменения в WordPress, это, которые написаны именно на PHP, там все, сообщает вам о том, что он внес изменения. Вы с помощью там определенной команды, допустим, yarn dev или Gatsby build, yarn build и Gatsby build, например, таких, создаете уже сгенерированные, то есть SSG, Static Site Generated файлики, например, вот такие вот, да, переносите их уже в корневой каталог, допустим, если у вас вот эти все файлы WordPress будут в подкаталоге, допустим, вот в таком, да, ну там с рандомным именем, например, 1, 2, 3, то вот эти файлики уже нужно будет разместить в корневой директории, соответственно, открывая вот этот домен, вы будете попадать как бы на свой основной сайт.
Ну, собственно, это такая предварительная часть была, немножко я пояснил. Еще раз напоминаю, если вы, допустим, не поняли. WordPress используется здесь чисто как, ну, как сказать, как система управления контентом. То есть вы там пишете статейки, вы туда добавляете картиночки, а из dev-части, как бы, разработчика, как бы части разработчика именно Gatsby.js, вы берете именно все, что находится в WordPress, и с помощью этого создаете уже свой полноценный сайт. То есть, например, еще раз напомню, из предыдущего урока по Gatsby я уже говорил, что, например, вот этот текст, это берется из WordPress, вот этот текст берется из WordPress, ну и этот тоже, все эти три. Вот это уже, это просто лежит в index.js. И это картинка, и это тоже текст. В общем, смотрите, заранее как бы такой небольшой спойлер, как говорят некоторые ребята, с опытом уже разработки на Gatsby я понял, что особо лезть в WordPress именно, как бы смысла особо нет. Загружать туда все картинки, загружать туда все статьи. Если, допустим, у вас такой сайт, например, вот как у меня, по сути, в принципе, это, очень много таких похожих сайтов, которые небольшие, которые, допустим, в принципе, даже не важно, какую посещаемость имеют, самое главное, что они имеют, там, допустим, 100 страниц максимум. Вот, и которые, в принципе, имеют не так часто обновление контента. То есть вот для таких сайтов именно подходит Gatsby. Но также он подходит и для интернет-магазинов, и для всего-всего-всего, в принципе, что можно только придумать, потому что Gatsby это не только статические страницы, это еще и, допустим, SSR и DSG, там, это, допустим, на сервере у вас DSG, это значит, как бы генерация страниц во время того, как ее запросили. Например, у вас там 1000 страниц, да, вы вываливаете все это на сервер с поддержкой Node.js, и уже как бы сам сервер решает, когда отрендерить страницу. Если, допустим, ее запросили, он ее один раз отрендерил, и все, она уже как бы лежит в кэше вашем, и оттуда уже запрашивается самим как бы Gatsby, и самим как бы пользователем. А все остальное лежит, так сказать, в dev-версии, пока это все не будет затронуто пользователем. Например, вместо вот этих вот всех страничек, которые здесь расположены, здесь может быть каталог товаров или каталог услуг, допустим, вот как здесь, да, и это все, по сути, является статическими страницами. То есть, если мы здесь наберем index.html, то, соответственно, мы попадем на него, на этот index.html, но скрипт на этом index.html отрабатывает определенный скрипт, который делает переадресацию сюда. Вот. Что такое еще Gatsby.js? Я хотел бы немножко пояснить. Сейчас я закрою линейку, потому что я просто прикрывал данные. Так, не знаю, это пока и будет. Что такое Gatsby.js? Gatsby.js используется для того, чтобы создать сайты, которые максимально, в принципе, быстрые в работе, которые используют, например, React, хотя вроде бы как можно использовать не только React, но я это сам не проверял, мне просто об этом сказали мои коллеги. В общем, по факту вы можете создать, в принципе, абсолютно любой сайт на Gatsby, хоть одностраничник, хоть несколько страничник, но с его помощью можно быстро создать сайт, быстро его захостить и быстро туда, допустим, накинуть рекламу какую-то и получать уже готовых пользователей. Чего, допустим, в принципе, сейчас все как бы вот эти вот фреймворки такие, да, они стараются создать разработку более удобной, более быстрой, но, допустим, мне понравился Gatsby. Почему? Потому что, во-первых, я раньше не работал на таком уровне с Node.js, и в основном работал там с Joomla, допустим, а в WordPress я только там, допустим, заходил, в принципе, я мог бы разобраться в нем, да, допустим, делать на нем там 1000 сайтов, но мне как-то он был неинтересен абсолютно, но тут мне попался клиент, который вот захотел вот такой сайт, я думаю, почему бы мне попробовать сделать сайт именно на Gatsby, чтобы самому для себя изучить эту технологию, и чтобы, клиент как бы вот посмотрел и сказал, классный сайт, да. Вот, порадовать, так сказать, человека. В общем, что еще я могу добавить? Здесь, в принципе, вы можете использовать все
React плюшечки, которые там на данный момент есть, это use-state там всякие, ну не знаю, в общем, в React вообще не шарю, я его вот начал познавать вместе с Gatsby. До этого я немножко разбирался во Vue, ну как немножко, я на нем делал там и для себя некоторые штучки, для своих сайтов, которыми там пользуются, допустим, 1000 человек в день, и для клиентских сайтов, которые пользуются не так много, там 10, допустим, человек в день, но это там серьезные какие-то решения типа пользовательского кабинета, в котором есть куча данных в таблице, которые там по-разному упорядочиваются и так далее, но это все на Vuешечке было, ну, в смысле на Vue.js. А React мне как бы, ну, что-то вот не лежал к душе, но тем не менее я так понял, что все равно его придется учить, и вот решил им заняться. И вот сделал такой вот сайтик. Хотя, в принципе, до этого, я же говорю, я вообще как бы не знал React, даже, по сути, там, ну, только слышал о нем чего-то там. Но так как я уже немножко знал Vue и знал небольшие концепции React, что там есть JSX этот, и как его немножко можно использовать, и дальнейшее там как бы развитие своего обучения в React именно получилось довольно быстро, потому что, ну, наверное, уже это сказывается просто опыт, годы разработки. Хотя, в принципе, я не скажу, что я создал там прям так много сайтов, но те сайты, которые я создавал, я пытался делать их максимально четкими, классными, чтобы и клиентов они радовали, и пользователи радовали, и радовали поисковые системы. Кстати, еще забегая наперед, как бы как вообще объясню по SEO. По SEO здесь все очень вообще круто. Почему? Потому что кроме того, что генерируется с помощью Gatsby.js, генерируются статические файлы, то есть именно index.js, он генерируется полностью. То есть вот эта страница, она генерируется полностью, ну то есть исходный код, ее можно посмотреть, то есть там и титулы будут, и все, что вы укажете, то есть какие-то там OG, Open Graph, эти всякие там параметры, description, там keywords и так далее, все, что необходимо для SEO, то есть и текста там будут, и все остальное. Но также, кроме того, еще генерируются специальные JSON, по-моему, файлики, которые для каждой страницы уникальные, которые подгружаются с помощью React, допустим, наверное, я так думаю, что это с помощью React именно. Ну и Gatsby, используя React, подгружает эти новые как бы странички для себя в формате JSON и берет оттуда свои определенные данные и, соответственно, генерирует уже на лету вам страницу. То есть, например, я сейчас, если навожу сюда, то во время того, как я навожу, скрипт видит это действие и уже подгружает заранее страницу, то есть JSON, вот эти вот данные. Но чтобы не быть голословным, сейчас я вам покажу это все во вкладке Network инструментов разработчика и его под вкладки Fetch XSHR. Как видите, я навел курсор мыши, и здесь подгрузился вот такой вот файлик интересный. Здесь всего лишь определенный хэш находится. Вот, а здесь, если тоже как бы диск кэш, все в диск кэше. И, в общем, я подгружаю, и здесь, как вы видите, подгружается только, если я выбираю даже все, подгружается data image, то есть вот эта вот картиночка, она изначально в SVG лежит. И дальше уже идет AVIF, ее версия, я так понимаю. Ну да, потому что здесь больше нет картинок. Вот. Продолжим. Значит, я надеюсь, понятно более-менее пояснил, что к чему. То есть еще раз пройдемся, небольшой итог первой части сделаем. WordPress используется чисто для того, чтобы вы легко и быстро могли управлять менюшечками. Например, вот это меню, это все берется из WordPress. Например, статейками. Вот эта вот статейка, как бы смотрите, вот получается вот эта страничка, они, видите, очень похожи. Здесь просто меняется текст. Ну и, соответственно, в WordPress, допустим, вы можете добавить здесь картинку, и она появится здесь. Кстати, насчет этого я не знаю точно, насколько она будет хорошо обрабатываться именно Gatsby. Скорее всего, она просто придет оттуда в виде просто картинки и, наверное, где-то закэшируется просто Gatsby. Но об этом
я пока точно не знаю, потому что я настолько именно не углублялся. Я знаю, допустим, что можно взять статическую картинку, либо же картинки какие-то из тех, которые вы загрузите на сайт, и они получаются, ну, их можно будет, допустим, использовать в слайдере каком-то, допустим, либо же, ну, вот здесь у меня еще есть такая кнопочка, как посмотреть все, это галерея такая своеобразная выполненных уже объектов вот этой компании. Соответственно, вот эти, по-моему, все штуки, они идут из локального моего хранилища. Вот, ну и так подытожили, в общем, первую часть. Теперь приступаем к установке WordPress. Как я говорил уже ранее, скачать WordPress, потом разархивировали его, допустим, кинули к себе на хостинг, либо же в подпапку, либо же прям, если у вас, допустим, есть возможность создать поддомен, создали на поддомене, например, панель как бы управления свою, headless, этот CMS свою, WordPress, который, а уже на основном домене у вас будет сайт. Кстати, еще по SEO, здесь в Gatsby можно использовать там плагинчики разные, подключать, их там около 2000 уже есть, которые просто, ну, по лицензии MIT распространяются. Я думаю, вы понимаете, о чем это. То есть вы можете использовать их в любом проекте, за это не надо ни за что платить вообще. Вот. Единственное, затык всего этого в постоянном перебилдивании, так как я это называю. То есть вам приходится любое изменение постоянно вносить с помощью нового билда. И ну, фактически, если не удалять кэш, то есть смотрите, получается, вот это вот все, как бы это страницы, которые уже сгенерированы. Если я, допустим, вношу на какой-то из этих страниц изменения, то появляется здесь новый файлик JS, вот это вот, допустим, этот файлик новый появится или этот, ну, неважно. И, соответственно, нужно будет перезалить эти два файла. И, наверное, еще индекс.js. Но я, в общем, перезаливаю все. Вот это единственный недостаток, что нужно постоянно все перезаливать, но так как есть возможность еще и использовать SSR в Gatsby, то, ну или DSG, то есть, опять же, Node.js поставить на сервер, либо же использовать сервер с Node.js, уже готовое решение, ну не свое именно, а готовое взять. И все это будет, ну, гораздо, конечно же, лучше. Так, ну, в общем, первая часть закончена, сейчас уже приступим ко второй части, это установка WordPress и его настроечка. Там несколько плагинчиков рекомендуют ребята поставить. Ну, давайте их поставим. Итак, вторая часть нашего с вами урочечка – это установочка WordPress. В принципе, если вы знаете, как это ставить, ну, можете ее пропустить до следующей части, до следующего эпизодика. Значит, у меня все это лежит на Dev 4, как я вам уже показывал ранее. Ну и, в принципе, здесь идет такая очень жесткая стандартная установка WordPress, которая, я не знаю, ну очень-очень просто простая. Естественно, я потом эти все данные удалю. Так, имя базы данных. Что там? User. Имя пользователя. Name. Пароль. Localhost. Ну, префикс можно поменять, потому что стандартный префикс, как бы, он не очень безопасный. Запустить установочку, да. Так, название сайта, допустим, ну, так и напишем Art-Deco, да, потому что мы с вами создаем сайт для Art-Deco. Да, в принципе, пусть даже будет и этот пароль, и этот логин. Все-таки user me. В общем, здесь необходимо написать логин и пароль. И так, админ. Это я просто для себя сохраняю. Админ и пароль. Ваш email. Ну, наверное,
Так, видимость сайта для поисковых систем. Здесь можно включить, в смысле не то чтобы можно, но желательно включить галочку эту, потому что это у нас система управления контентом, то есть этот сайт нам не надо, чтобы поисковые системы индексировали. В общем, мы будем использовать WordPress для того, чтобы просто брать оттуда информацию, но вываливать ее для поисковых систем, для индексации, для того, чтобы туда заходили люди, абсолютно нам это не нужно, потому что наш основной сайт это будет на Gatsby. В общем, вот мы установили WordPress, и теперь можно авторизироваться. Так, войти. Так, сохранить, пожалуйста, пароль, да. Ну, в общем, как бы это обычный самый WordPress, уже даже прилетели какие-то обновления, потому что, хоть это и самая свежая версия, но она скачана, как вы видите, WordPress.org, а там, возможно... Так, у вас свежая версия, это скрыть это обновление, обновить плагины. Антиспам. Ну, пусть даже обновится он, почему бы нет. Я многое почерпнул из урока этого парня. Поэтому, в принципе, очень много информации будет именно отсюда, но он как на английском, во-первых, рассказывает, во-вторых, как бы там есть некоторые затянутые такие моменты, которые хочется просто мотать. Я не знаю, я постараюсь сделать все быстрее намного. Ну, не то чтобы я там был лучше, кого-то пытался показать, просто, ну, если можно сделать лучше, почему нельзя сделать лучше, правильно? Здесь есть некоторые тестовые страницы, политика конфиденциальности, прямые страницы, записи там какие-то, да. Да, привет, мир. Их даже можно посмотреть как-то, да, вроде бы. В общем, не важно. Плагинчики. Так. Здесь, по-моему, GraphQL. Угу. $23.58. 28. В общем, вот этот вот плагинчик необходимо поставить. Gatsby Source WordPress. Gatsby Source WordPress. Значит, как рекомендует этот парень, необходимо в нашем новом WordPress, так, это я закрою, это я открою, поставить такие плагинчики, как Gatsby и GraphQL. GraphQL.
Так, неактивный, добавить новый. Здесь поищем GraphQL. Так, вот NVP GraphQL. Установить. Также необходимо поставить Gatsby. Активировать надо. Теперь Gatsby. И вот он, этот плагинчик. Его тоже нужно установить и активировать. Активируем. Да. Кроме того, у этого парня установлены некоторые плагинчики, как видите, WP GraphQL for Advanced Custom Fields. Но в принципе можно поставить ради того, чтобы просто вы знали. Возвращаемся обратно. Зачем тут короче, Advanced Custom Fields это называется плагин. Я его, кстати, Advanced Custom, ну вот он был же. Advanced Custom Field. Вводим ACF просто. И по идее, да, установить теперь. Еще есть WP GraphQL for Advanced Graph. Короче, вот это то же самое, только WP GraphQL. Это уже надо гуглить. WP GraphQL. WP GraphQL for Advanced Custom Fields. И этот плагинчик находится здесь. Просто этот парень почему-то не показывает этого, где он находится. И как его, собственно, поставить. Вот этот чудак его написал. Здесь его надо просто скачать. Ну, собственно, сохранить. И, по-моему, где-то плагины. Загрузить плагин. Choose файл. Установить. Вот. Аллилуйя. Вот он, этот плагинчик. То есть тот был неправильный. Этот тот можно удалить. Установлен, активировать. И переходим в плагинчики. Этот деактивировать. Еще раз, в чем смысл этих расширенных пользовательских полей? В любом материале, в менюшечке вы можете добавить свои какие-то пользовательские поля. Мне они здесь, на этом сайте, вообще не пригодились, хотя этот парень их использовал. То есть там можно, допустим, дополнительную картинку загрузить, какой-то текст к каждой статье еще написать, к этой картинке еще там кучу всего добавить. Ну, в общем, по сути, это вот, допустим, сейчас страницы, например, зайдем. Пример страницы тут есть. Так, я закрою, потому что, если что, вы сами почитаете. И вот здесь внизу будут вот эти ваши кастомные типа филдсы. В них вы можете добавить какой-то текст там, или еще что-то. Ну, в общем, они мне не пригодились, поэтому я их не буду в данном видеоуроке использовать. Если что, вы можете заглянуть, как он их здесь использует, но как бы я не знаю, ну, это так, на любителя, в общем, если честно, побаловаться с этой штукой. Так, значит, WordPress мы установили. Мы с вами что сделали? Установили плагинчики, активировали их. В общем, половина дела уже сделана, по сути. Значит, еще я хотел сказать, что вот этот WordPress вы можете, в принципе, даже установить на локалку. То есть, по сути, на свою локалку, там, допустим, вы возьмете, ну, если у вас винда, какой-нибудь сервер, он рекомендует там какой-то сервер зеленый, но я такой не знаю, вот он что-то тут придумал. Сейчас я сделаю 720, чтобы хотя бы рассмотреть, что это за хрень.
Вот, локал сайтес, тут LiveLink, какой-то он сервер. В общем, вот по тайм-коду посмотрите, что в общем, установка вот этого сервера. Ну, мы привычно используем, как бы мы, я имею в виду русскоязычные, наверное, разработчики, используем вот этот вот сервер, как же он там называется? Open сервер, по-моему. Ну, можно загуглить, по сути. Open сервер, по-моему, да, он так называется. Ну да, локальный веб-сервер. Ну, в общем, вот вы его можете поставить для винды, допустим, если вы на винде сидите еще. Зря вы это делаете. Ну и здесь сразу там СУБД, эти всякие там, базы данных, в общем. И себе на локальном компе все это редактировать. Но если, допустим, вы не единственный администратор, то, соответственно, как передать ссылку на ваш локальный комп, это уже загадка. Вы можете, допустим, взять себе IP-шник внешний у провайдера, если у вас, допустим, нет, настроить на своем роутере маршрутизацию таким образом, чтобы ваш локальный сервер был виден в мир, и тогда уже, допустим, какой-то еще, допустим, менеджер, либо же несколько менеджеров смогут редактировать ваш сайтик. Вот и все. Ну, а так, в принципе, чтобы не ломать эту голову, все можно установить просто на готовое решение, чтобы там все это было более-менее безопасно, допустим. Вот. Ну, или же я уже говорил, как ранее, допустим, поставить его рядом с вашим же сайтом, то есть папку там 1, 2, 3 или еще что-то такое сверхсекретное придумать, и туда засунуть вот эти все файлики, установить там это все и так далее. В общем, половина дела уже сделана, и теперь нам необходимо установить вот эту вот штучку. Сейчас я чуть сделаю побольше. То есть, чтобы мы могли использовать команды Gatsby, нам необходимо с вами установить Gatsby глобально. Возможно, это придется сделать с правами администратора, если вы сидите из-под Linux. Ну да, такая небольшая оговорочка. Конечно же, у вас должен быть установлен Node.js для того, чтобы оперировать всеми NPM-пакетиками, которые нужно будет установить для вот этой вот как бы штучки, как Gatsby. Ну, я думаю, вы знаете, что такое Node.js, как его установить. Я не буду на этом заострять внимание, потому что в русскоязычном сегменте и в англоязычном сегменте достаточно много информации по этому поводу. Поэтому вот здесь идет такая небольшая объяснялочка, зачем docs Gatsby CLI. Docs Gatsby CLI. Ну, как бы, кстати, этот же сайтик тоже написан на Gatsby, и когда, как вы можете заметить, здесь даже можно сделать поиск, то есть он сделан, по-моему, без бэкэнда. Ну, как бы он есть, но его нет. Ну и вот такая вот небольшая командочка, которую необходимо выполнить в пустой папочке. Так, у меня все проектики, которые я делаю на Gatsby, лежат в соответствующей папочке. Я просто нажимаю F10. Здесь нажимаю RDeco New, допустим. Или тест, например, да. Захожу сюда с помощью терминальчика. И, по идее, что там пишут ребята, надо почитать, конечно же, обязательно. Попробуем поставить Gatsby New Things. Так как у меня уже установлен Gatsby CLI, мне, соответственно, его ставить заново не надо, а вам необходимо будет поставить с помощью команды, о которой я уже говорил раньше, да? npm install Gatsby CLI. Вот она. Глобально. Посмотрим, что вообще происходит ли вообще что-то. И вот нам он предлагает ввести какое-то имя. Ну, допустим, RDeco. Would you like to name the folder where your site will be created? Ну да, допустим, RDeco также назовем RDeco.
Так, JavaScript. Ну, я TypeScript сам еще не знаю, ну, как бы толком, да. Я вообще не вижу смысла особого здесь его использовать. Так, Netlify, Shopify, WordPress. PostCSS, Styled Components. Ну, смотрите, я буду использовать Styled Components, вы можете, в принципе, использовать, что хотите, Vanilla Extract. Потому что, как бы, ну, я немножко так разбираюсь, вроде бы, как в CSS-ах. И, насколько я попробовал Styled Components, ну, в принципе, довольно удобная штука. И, наверное, она довольно быстрая. Поэтому я использую здесь Styled Components. Здесь это Google Analytics Tracking Script, Address Image. Здесь с помощью пробельчика и вниз как бы кнопочки. Page Meta Text with React Helmet, конечно же. Add Automatic Sitemap. Generate a Manifest File. Markdown. Так, это все. Да. Так, URL. Да. Здесь необходимо указать ссылочку к нашему сайту, который мы установили. То есть в данном случае вот такую вот. Обязательно, чтобы была с HTTPS. О, работает. Так, Tracking ID. Ну, здесь можно использовать Google Tracking ID, то есть вам заранее необходимо создать в Google Аналитике учетную запись и использовать здесь трекинг. Ну, я думаю, вы знаете, что это такое. Там, допустим, user, ну, UA, вот это вот, и там какие-то еще несколько цифр, типа такого что-то должно быть. Так, thanks, create new Gatsby site in the folder decor. Короче, да, здесь нажимаем. И все. Итак, друзья, наконец-то все поставилось, установилось. Это все занимает достаточно много времени, минут 5, возможно, в зависимости также от скорости подключения интернета. И здесь, как вы видите, предлагается сразу сделать такой следующий шаг, как CD, ну, перейти в ту папку, куда нам нужно, и npm run dev сделать. Но так как у меня установлен Yarn, я больше привык им пользоваться, я сделаю develop такую командочку. Сейчас также пройдет некоторое время, пока сам Gatsby как бы подключится к WordPress, там скачает все необходимые данные с сервера с нашего. Вот, как видите, здесь уже. Ух ты ж, интересно. Девки пляшут. Чего это? In your Gatsby config. Значит, здесь он почему-то ругнулся на то, что is invalid inverser pro. However, это works. Странненько почему-то. For plugin to consume the программировки схема URL specify URL и Gatsby config. То есть он пишет, что необходимо в Gatsby config внести вот эти вот изменения для сайтика. Интересно. Так, я сейчас посмотрю на рабочем проекте. Хорошо, когда есть где посмотреть, да? Art Deco, Gatsby config. Так, HTTPS, допустим. Здесь просто надо было добавить GraphQL. Хотя... Так он работает. Так, тихонько.
Так, GraphQL, работаешь ты? Да, вроде бы работает. Значит, здесь просто нужно было добавить слэш GraphQL при настройке. Ну, как бы это же не так страшно, правильно? Поэтому запускаем режим разработки еще раз. И посмотрим, что сейчас нам скажет этот удивительный мир программирования. На самом деле у меня было много затыков с этим Gatsby. В общем, я же великий оптимизатор, решил оптимизировать немножко свой код. Ну как свой код, тот сайт, который я уже сделал. Dev 3. В общем, здесь же есть футер, например. Футер. А футер же подгружается когда мы пролистываем самый низ, и по сути это такой ненужный компонент, я думаю, посмотрю, а можно ли в React сделать так, чтобы компонент как-то подгрузился лениво. Ну, вроде бы как пишут, можно. Сделал React, что там, React Lazy. Но оказалось, что эта штука не работает с Gatsby, потому что как бы Gatsby окружение, оно работает только там, где нет такого понятия, как window. То есть оно работает в Node.js, который не браузер, и в нем нет понятия window, поэтому так, missing on error handler invoke building схема error that с бобом, единичная запись без разделителя. Вот. Интересная штучка начинается уже, да? То есть я тоже с этой штукой столкнулся. Нажимаем Ctrl-C для того, чтобы предотвратить дальнейшее выполнение команды. И насколько мне удалось загуглить, то во всем виновата тема. То есть вот эта вот ошибочка, которая возникает сейчас где-то тут, вот эта ошибочка, она возникает из-за того, что тема WordPress по умолчанию ставится вот это, по-моему. А нужно поставить вот эту тему. Где-то там я у себя это писал, по-моему, на сайтике вроде бы. Вот, и теперь пробуем еще раз запустить. То же самое можно нажать стрелочку вверх, наверное, вы знаете, и вы попадете в Yarn Develop снова. Ну, если у вас не установлен Yarn, то желательно установить его. npx, по-моему, install Yarn или что-то такое. Или npm install Yarn. В общем, погуглите. Это довольно хорошая альтернатива. Если вы используете npm постоянно, то попробуйте Yarn. Он как бы лучше все, делает. Более точной версии там, в общем, если быть серьезным. Вообще таким серьезным, пресерьезным. Ну, в общем, опять идет режим dev, то есть режим разработки, и по идее сейчас запустится сервер. Как только он запустится, я вам его открою, покажу. Ну а дальнейшие все действия мы уже будем осуществлять в следующих уроках, в которых поочередно мы будем создавать с вами полноценный клиентский сайт. Ну, возможно, вы будете делать что-то для себя, какой-то свой сайт, да? Это же, в принципе, по сути, не важно. Вот, и всего лишь нужно было поменять тему, да? Потому что здесь, видать, в этой теме есть что-то, что на русском языке. И когда я гуглил эту ошибку, оказалось, что эта тема довольно популярная, но они ее никак не хотят исправить. Поэтому всего лишь нужно активировать любую другую тему. Почему? Потому что, еще раз напоминаю, что WordPress мы используем только как систему управления содержимым. То есть, CMS, WordPress обычно используется, как вы ставите, допустим, WordPress, используете хостинг на PHP, и вываливаете этот сайт WordPress-овский на PHP. Но, по сути, вот если мы перейдем сейчас на главную, то вот так вот вы и делаете, да, допустим, здесь что-то меняете, допустим, заходите в страницу, здесь создаете контакты о нас, о компании, еще услуги какие-нибудь, да, и
все, соответственно, пользователь видит в таком виде. В чем основное отличие от того, что делаем мы с вами? Основное отличие в том, что мы используем, собственно, GraphQL, React и Gatsby, что позволяет нам создать статический сайт, который работает, во-первых, без перезагрузки страниц, асинхронно, то есть подгружаются данные, необходимые для отображения. И это дает основное конкурентное преимущество перед другими сайтами, которые находятся в поисковой выдаче. Ну и как вы видите, как удивительно, да, открылось нам счастье, режим Dev, режим разработчика. Ну и сразу я вам покажу, в принципе, что тут происходит. Так, здесь какая-то странная страница. Так, в принципе, не важно, какая здесь страница. Главное, что мы ее все равно будем удалять и использовать все свое. Структура проекта выглядит следующим образом. Здесь есть некоторые страницы, индекс 404. И здесь есть какие-то статические картинки. Какая-то иконка даже есть. Удивительный Gatsby. И, собственно, все. Вот это нам не надо сейчас. Этот паблик чисто сейчас используется для того, чтобы показать вам вот это. Когда я это устанавливал с помощью видеоурока, который я упоминал в начале, здесь была просто стартовая страничка, где была иконка такая Gatsby анимированный, или не анимированный, чувак такой, и были несколько страниц примеров. А здесь просто ссылочки они решили сделать, наверное, более новая версия, я точно не знаю. В общем, кстати, если что, подписывайтесь на Gatsby, рассылки они делают интересные. То есть заходите на официальный сайт Gatsby.js. Вот, и здесь где-то должна быть такая поляночка, где можно подписаться на их рассылку. Там, конечно, все на английском, но они присылают, вот здесь, видеоуроки, которые они потом опубликовывают, вернее, там сначала трансляция у них в Zoom, по-моему, идет, потом они присылают запись трансляции на ютубчике, доступную только по ссылке, соответственно, только тем, кто подписан на эту рассылку. И там иногда есть интересные моменты, которые нет больше нигде. Но в основном, конечно, там, честно, там вода. Вот. Бывают некоторые моменты. В общем, по сути, вот мы получили где-то тут страницу. Вот они, 2 странички. Это то, с чем мы будем с вами взаимодействовать на протяжении следующих уроков. Так, подытожим. WordPress у нас используется для того, чтобы просто получать оттуда данные, например, текст, картинки, может быть, еще какую-то дополнительную информацию. На данный момент мне понадобились оттуда только текст и картинки. Просто для того, чтобы, допустим, некоторые сотрудники, которые у вас, допустим, есть, они могли туда внести изменения. Вы, допустим, как программист, тоже, допустим, работающий на какую-то компанию, потом, после того, как они внесли изменения, взяли, использовали команду Gatsby, как же ты называешься, Gatsby build, в принципе, и все. Потом это все эти изменения у вас забилджены будут и вывалены на сайт. И, собственно, ваш сайт будет работать. Еще такой вопрос. На одной конференции, русскоязычной даже, которую я смотрел по Gatsby, задавали, а как же, собственно, там авторизация? Все вот эти вот штуки, которые, должны быть, по идее, на сайте, например, страница корзины или еще. Это все, естественно, друзья, реализуется с помощью ваших рук. То есть, по сути, Gatsby используется чисто как для статики, а все остальное вы можете делать асинхронно, что угодно, отправкой мейлов,
подгрузка каких-то данных с сервера асинхронно. То есть у вас, допустим, ну, я сейчас покажу на том сайте, который я сделал, dev3 мой. Вот, допустим, здесь есть такая функция, как звонок, обратный звонок. Естественно, это асинхронная функция. Заполняем какой-нибудь номер телефона, и вылетает такое окошечко, мы скоро свяжемся с вами. Соответственно, клиенту передаются данные, которые ввел пользователь с помощью, в данном случае, имейла. Точно так же ну, как бы выполняются и все остальные функции. Вы можете, допустим, вот есть вот услуги, да? Представим, например, что это не услуги, а товары. Здесь какой-нибудь звездочный рейтинг, количество комментариев. Все это можно догружать уже после того, как загрузилась страница. То есть, в принципе, если вы знаете JS хотя бы, или же знаете React, что очень хорошо, допустим, да, в данном случае, то вы можете просто асинхронно подгружать в эти все контейнера, допустим, здесь звездочный рейтинг, либо количество комментариев, либо и то, либо еще какие-то свои данные. Вот, цену там товара актуальную именно на данный момент. То есть вот сайт, допустим, есть статический, да, мы его вывалили на хостинг, но есть какие-то динамические данные, которые меняются у вас в какой-то базе данных, еще, допустим, отличная от WordPress, и вы берете из этой базы уже данные асинхронно, то есть фетчом, либо XSHR, либо еще каким-то образом, допустим, как их там, сокетами этими, вот, либо еще чем-нибудь, чем я не знаю. Вот, ну, так, в принципе, будем дальше продолжать. Я не знаю, там сколько получится этот видеоурок, где-то с часик, да, полтора, может быть. Вот такого плана будут остальные урочки. У того чудака, который я вам показывал раньше на английском языке, британец он, по-моему, у него там урок, допустим, вообще один разбит на части, но в итоге он там 5 с чем-то часов. Вот, чтобы не грузить ну, как бы большое такое видео, и вас не грузить, я разобью его на части, плюс мне будет удобнее так вам рассказывать и показывать. Нахожу время, допустим, записываю видеоурок, редактирую его, загружаю на ютубчик, вы смотрите. Надеюсь, это будет происходить достаточно быстро. Надеюсь, вообще у меня это все получится. Вот. Ну, как бы, думаю, что вам такой формат зайдет, понравится. Как говорится, ставьте с пальца вверх и подписывайтесь на канал. Впереди еще много и чего интересного. Если вам интереснее, ну, как бы, если у вас 3GS, допустим, вызывает интерес, то вы можете посмотреть на моем каналчике видеоуроки. Кроме того, у меня есть там сайт, который я вам показывал в начале, 3 Inverser Pro, на котором доступен исходный код планеты, который я делаю, трехмерной, в которую вы можете сами передавать координаты, и там уже летают определенные линии. Дальше эта планета будет дорабатываться. С ее помощью вы можете визуализировать какие-то данные на своем сайте, в том числе и асинхронно в будущем. Ну, а пока можете использовать ее как вам угодно. Можно просто поставить планетку без всяких данных, и тем самым у вас будет классный эффект на сайте. Ну, на этом все. Благодарю за внимание. Счастливо.